Всем привет! Хотелось бы вам сегодня рассказать, наверное, про то, как прекрасно здесь загорать на солнышке и насколько здесь хорошо в Дубае, но буду вам рассказывать сегодня про недвижимость. Каждый день компания Ведомус вместе с моими агентами по недвижимости анализирует рынок инвестиций и рынок недвижимости здесь, в Дубае, потому что постоянно выходят новые проекты, постоянно их нужно анализировать и в первую очередь нужно считать цифры, потому что когда мы работаем с инвесторами, нам нужно знать, за сколько можно будет продать вашу инвестицию, если мы ее покупаем сейчас. Поэтому мы с вами сегодня прокатаемся по разным районам города Дубай. Я вам покажу достопримечательности, плюсы и минусы, а также расскажу, сколько стоила недвижимость, когда район только начинал застраиваться, и за сколько ее можно купить сейчас. И вы сами увидите вот эту разницу. Поэтому ставь колокольчик, подписывайся на канал. Можешь уже заранее ставить лайк этому видео, потому что тебе точно понравится, и узнавай всю информацию. Я хочу купаться, не хочу ехать. Я, кстати, на море 100 лет не была. Ладно, поехали районы смотреть. Мой канал будет интересен инвесторам, кто готов инвестировать в зарубежную недвижимость, кто любит сравнивать доходности разных стран. Также для людей, кто хочет поменять профессию и быть агентом по недвижимости, а также предприниматели, кто рассматривает Дубай как новую площадку для своего бизнеса. Поэтому подписывайся, будет очень интересно. И я заставлю вас влюбиться в Дубае. Так, ну что, привет, Пальма. Сейчас у нас будет экскурсия по одному из самых известных районов, наверное, даже мира, не только Дубая. Это Пальм-Джумейра. Это насыпной искусственный остров, который еще в 2006 году придумал сам шейх Мухаммед. Его построили собственными руками, просто на воде. Песок, на самом деле, как многие думают, что везли его с пустыни, это неправда. Его поднимали с дна моря и сделали вот такую красоту, я не знаю, 9-е, 8-е чудо света. Сейчас все брокера по недвижимости уже понимают, те, кто работают, что места на Пальме очень мало. И когда на определенной локации мало места для постройки новых домов, то, естественно, недвижимость только дорожает и дорожает. Кстати, изначально в Пальму не верили. И самые первые инвестора, которые все-таки проинвестировали, платив где-то за однокомнатную, может быть, 1 000 000 дирхам, то сейчас очень хорошо заработали. Потому что сейчас на вторичном рынке однокомнатную квартиру здесь на Пальме можно купить от 2 миллионов. Да, естественно, это будет не совсем современный дом. Вот это, кстати, один из минусов Пальмы, что люди хотят здесь жить, потому что это модно, это популярно, это красиво, потому что у вас везде есть море. Но очень много той недвижимости, которая уже где-то устаревшая. А если мы с вами говорим про современные и уникальные строения, которые есть сейчас на Пальме, то цены там стартуют от 4 миллионов дирхам. Но те проекты новые, современные и уникальные, которые строятся на Пальме сейчас, они просто удивляют даже самого искушенного покупателя. Купив, допустим, апартаменты в Royal Atlantis, это самый известный даже на сегодняшний день новый отель, который находится здесь, то там вы заплатите несколько десятков миллионов. Хочу напомнить, что в Дубае очень популярен вид строительства, где отель брендовый, там 5-звездочный, строит свое строение, но делит ее на отельную часть и резидентскую. В резидентской части также можно будет пользоваться благами отеля. Кстати, более подробнее про разницу этих двух видов жилья я рассказала в видео, так что смотрите, там я рассказываю все нюансы. Мы приехали в спальный район города Дубай, но, как вы заметили, я стою на фоне такого величественного произведения, не будем говорить искусства, а недвижимости под названием Винкитора, что-то на итальянском. И, кстати, играет классическая музыка. Но мы в самом типичном спальном районе нашего города Дубай. Сам район начал застраиваться где-то 3 года назад активно. Здесь невысокие дома, здесь очень зеленая территория. Если, допустим, сравнивать с GVC, который более нашумевший, наверное, да, и про него все знают, то он отличается вот как раз вот этим спокойствием. И еще, что немаловажно, на территории этого района у нас находится Miracle Garden. Не удивлю вас, если скажу, что это самый большой сад цветов в мире. Дубайцы не умеют делать что-то обычное. Так вот, многие дома, которые здесь строились,
с видом на этот парк, они стоили намного дороже. По инфраструктуре, как видим, есть все магазины, барбершопы, тоже садики, школы, все есть. Ну и плюс здесь цены. Ранее стартовали где-то 700 тысяч дирхам, 800, это около 200 тысяч долларов. Сейчас уже за последний период они поднялись до миллиона и выше. Те, кто хочет купить квартиру в спальном, классном, тихом районе, пожалуйста, welcome to Арджан. Тем более это место еще очень перспективное, и я как брокер могу сказать вам, что да, покупайте здесь квартиры. Будущие 5 лет – это как раз те года для его развития. Вот это было. Слышите петухов? Ты уже снимаешь? Сегодня мы приехали в необычное место, где слышны петухи, гуляют курочки, и мы по-прежнему в Дубае. Это экологический район Дубая. Про него нам сегодня расскажет Галия. Галия – руководитель продаж нашей компании Ведомус. Поэтому знакомьтесь. Всем привет. Ты сегодня будешь у нас, наверное, экскурсоводом по этому району, потому что мы хотим узнать абсолютно все нюансы, почему сюда люди едут, почему здесь люди покупают. Вот посмотрите, вот почему. Реально живой. Я не знаю, но здесь вы просто ближе к природе. Название жилого комплекса «Экологичный город». Почему? Потому что энергию добывает солнечные панели. Да, солнечные панели стоят на крышах каждого таунхауса. Машины не ездят внутри жилого комплекса. Баги. Сохраняемость энергии, наверное, это такой самый главный концепт. Идем посмотрим недвижимость, которая здесь есть, и ты расскажешь больше про концепцию, хорошо? Давайте. У меня сразу складывается впечатление, что мы где-то на курорте, в отеле, и вот знаешь, прогуливаемся. Может быть, из-за вот этих баги, может быть, люди тут даже расслабленные какие-то ходят. В чем еще раз особенность? Почему это считается курортом или вообще почему это необычно? Вы не платите за обслуживание вообще. То есть, по сути, это курорт. Вокруг вас ездят баги, кукарекают петухи, везде вода, есть теплицы. Там выращивают органические продукты. Все, кто здесь живут, без разницы, вы арендатор или вы собственник этого таунхауса, вы получаете большую корзину раз в месяц овощей и фруктов как комплимент от девелопера. Вы можете сами что-то вырастить. У каждого есть свой кусочек как бы огорода, такая как грядка, и вы можете вырастить все, что вы хотите. По сути дела, это очень-очень экономно здесь жить. Здесь 70% проживающих с детьми. Здесь есть и школы, и институт. Здесь есть реабилитационный центр для аутистов. Здесь есть плаза-центр. И, кстати, 10 собственников жилья здесь имеют свой бизнес. Малый бизнес здесь, то есть это рестораны, барбершопы. Здесь все про выработку энергии, чтобы сократить счета за электроэнергию, воду, опять же, все добывается путем природы. Вы выращиваете себе еду, солнце вам дает энергию, так же, как и кондиционирование. На всех парковках крыша парковки застилана солнечными панелями. Да. Квитанция за Диву, это Dubai Electricity Water Authority, да, это электричество и вода. Но виллы выходят смешные. Если обычные виллы вот такого размера, они достаточно большие, употребляют энергии на 1500 дирхам, на 2000 дирхам в месяц, то здесь виллы выходят 300-400 дирхам. То есть я за студию столько плачу. Во-первых, это находится где-то сколько? 25-30 минут от даунтауна, 20, наверное? Да, минут 25 от даунтауна и минут 15 от Марины. Да, то есть это в сторону пустыни, и вот это реально оазис, потому что здесь нереально, вот я даже слышу, сколько опять же птиц, зелени, и все про природу. Ну, какая природа в пустыне? Ну, дубайцы делают все. Я так понимаю, это лошадки здесь. Да, детки здесь учатся кататься на лошадях. На самом деле здесь есть большой трак, не знаю, как конная дорожка, наверное, то есть покататься на лошади. По территории комплекса? Да, по территории комплекса. Так же, как и велотраки для бегунов, то есть побегать, беговые дорожки. Вот здесь вы можете увидеть школу, футбольное поле тут же сразу. Есть теннисные корты, несколько теннисных кортов, несколько детских площадок.
бассейны. Мне кажется, здесь можно просто не выходя из этой территории, просто находиться даже постоянно. Да, на самом деле я очень часто слышала, очень много слышала, что люди, которые живут здесь, они даже не имеют машин. Это люди, кто работает на удаленке или у кого бизнес здесь. 56% коммерческих юнитов здесь, у них в Плазе, в комьюнити-центре, принадлежит самим собственникам, да, жилья. Расскажи, пожалуйста, сколько стоит здесь жить, или снять в аренду, или купить? И, кстати, люди здесь заработали на инвестициях, или это все-таки был больше комплекс, когда люди покупали для себя? 30% это end-юзеры, это именно те, кто купили для себя. Изначально 70% покупателей купили это как инвестицию, но 20% из них поняли, что здесь классно жить, да, и переехали жить сюда сами. Изначально цены на трехкомнатные таунхаусы, размеры были обалденные. Это мы говорим о больше, чем 300 квадратных метров. Это огромные гардеробные, это спальные комнаты нереальных размеров и со своим санузлом. И большой гардеробный в каждой комнате. Family room, то есть отдельные какие-то лаунж-зоны. Планировки обалденные были. 3- и 4-комнатные таунхаусы. Если честно, таунхаусами тяжело назвать, потому что они все угловые. Они расположены так, что у тебя нет соседа рядом. То есть никто не смотрит, не заглядывает тебе в окно. Вот все таунхаусы угловые. То есть это 4 таунхауса, которые смотрят, спина к спине стоят, да. На 3-комнатные цены были 3,2 миллиона, на 4-комнатные около 4 миллионов. Сейчас 4-комнатные из последнего, что я слышала, стоят под 5 миллионов. Мне кажется, еще после короны, как раз, когда случилась корона здесь в Дубае, то люди покупали... Да, спрос был просто обалденный, цены на таунхаусы выросли, никто не хотел сидеть запертыми дома, на балкончике. А здесь просто благодать, особенно для деток. Если мы говорим в аренде, то вы купили 3-комнатный таунхаус за 3,2 миллиона на старте, то есть год назад аренда была 300 тысяч. Это из последнего, что я помню. Сейчас я так понимаю, что из-за того, что спрос выше, цены выросли на аренду, вполне возможно, что 330-340. То есть это 11% возврата. 11% возврата при всем, при том, что вы не тратите ни одного дирхама на обслуживание комьюнити. Классно, это выгодно. Здесь нет сервис-чарджей вообще. Что здесь рядом и удобно ли будет здесь жить людям, которые работают где-то ближе к центру? Это самое сердце Дубайленда. То есть все самые большие комьюнити, те же самые Тиль Аль-Гаф, виллы многомиллионные через дорогу. Есть Arabian Ranches немного раньше. Мы находимся, на данный момент мы стоим на Кудра Роуд. Немножко выше пустыня Кудра и Кудра Лейк, то есть озеро. Мы не в конце, то есть это не отшиб, мы в самом сердце, в самом середине всех комьюнити. Здесь же рядом комьюнити Мудон, дальше Рим, Arabian Ranches. Поперечные улицы — это Мухаммед бен Заид и Аль-Хейл Роуд. Сказать, что здесь какой-то трафик, как, скажем, там по дороге на GVC или в Марине, да, то есть здесь его нет, по сути. Его можно объехать. Мы нашли только что макет этого всего города, и, честно, он просто впечатляющий. Он, во-первых, нереальных размеров, и теперь, когда ты гулял ножками и смотрела это все вживую, а теперь видишь, что ты вот там где-то находился, такой маленький-маленький, ты понимаешь масштабы того вообще, что сделали. Рассказывай, что здесь у нас еще есть, чего мы не видели. Находимся мы, значит, вот в том углу. Да, мы вот там прям очень маленькие. И там, кстати, апартаменты, 3-этажные здания, 7 домов, 3-этажных апартаменты, студии, однокомнатные и 2-комнатные. Здесь у нас школа, комьюнити-центр, это плаза, это институт, про который мы говорили. Виллы, которые находятся на средней линии. Это 5-комнатные виллы, они большие, это именно стендалон виллы. Также вы можете видеть между кластерами парковка, как она расположена, как ее структурировали. Если ваш таунхаус расположен в этой части кластера, то ваша парковка здесь. Если ваш таунхаус расположен в этой части кластера, ваше парковочное место здесь. У всех, нет, всем дают парковочное место одинаковое по расстоянию. Ходили даже одинаково. Боже, да, какие заботливые. Да, также везде есть баги, то есть даже если вы живете в том конце и хотите поехать в тот конец, вызываете баги, да, и у них есть приложение на телефоне, где можно вызвать баги. У каждого есть доступ по карточке, то есть спокойно можете передвигаться. Класс. Ощущение реально курорта.
Те, кто хочет отдохнуть от шумного Дубая и не знал еще, куда переехать, то я бы очень сильно рекомендовала этот район. Хочу вам показать один из новых и самых модных районов Дубая. Это Design District. Пока что здесь находятся только офисы, но они необычные. На самом деле это креативный район, где обитают абсолютно все художники, все архитекторы мира. Лучшие студии находятся здесь. Также находится очень много брендовых магазинов. Все, что связано вот с модой, все находится здесь. Но есть одна особенность. Здесь есть только офисы и, соответственно, арендуют их только офисы. Но в ближайшее время это один из самых перспективных районов Дубая, где будет строиться большой жилой комплекс от государственного застройщика. На сегодняшний день, вот первый лонч, когда стартовали продажи, раскупили один дом за несколько часов. Квартиры здесь стартуют от 2 миллионов, но прогнозируется, что в ближайшие 3 года цены вырастут еще намного выше. Потому что здесь, вот вы знаете, даже в воздухе тоже обитает вот чувство красоты, молодежи. Здесь очень много, вы посмотрите, сколько здесь красивых людей ходит, которые будут жить в этих красивых квартирах. Еще это место очень часто называют хипстерским. Но это, кстати, неудивительно, потому что, креативные люди, которые здесь работают, они иногда странно выглядят. Такое может быть, но это, наоборот, добавляет вот изюминку этому месту. Еще очень круто сюда ходить на завтраки по выходным, потому что сейчас вот здесь очень много людей, движуха, скажем так, да, потому что все как раз возвращаются с работы. Именно в выходные здесь спокойно, и здесь множество именно таких же уникальных каких-то мест для того же завтрака, поэтому очень рекомендую. А еще вот такие странные инсталляции животных, которые тоже расположены по всей главной улице дизайн-дистрикта. Так что есть где пофотографироваться туристам. Будущим жителям, кто будет здесь жить и вообще сейчас покупает здесь квартиры, вот они как раз и будут наслаждаться этим вайбом и будут кайфовать от этого места. Всегда спрашивают клиенты: расскажите такой секретный район, куда можно сейчас проинвестировать и в будущем будет хороший профит. То есть сейчас этот район еще не популярный. Так вот, почему я про него рассказываю? Дубай Дистрикт — это действительно один из тех районов, которые, знаете, лучше вложиться, чтобы потом через 3 года не кусать себе локти, почему я не купил здесь квартиру. И здесь можно купить квартиру от 2 миллионов дирхам. Еще что прикольно: одна часть дома будет с видом на даунтаун, а вторая будет смотреть на заповедник. Здесь невероятный за дизайн-дистриктом заповедник Рас-эль-Хор с настоящими фламинго, и красивой природой. Поэтому выбирайте просто вид с окна, и пускай ваши деньги приумножаются. Но даже не только для инвестирования прикольный этот проект, а даже просто, говорю, наслаждаться вот этой атмосферой. Сами будете видеть, что Дубай Молл, Бурдж-Халифа — это все почти в 5 минутах от этого места. Сегодня вас хочу познакомить с Алексеем. Леша — наш клиент нашей компании, работал с нашим агентом, и мы начинаем вместе инвестировать, да? Да, всем привет. Давай начнем, наверное, с самого начала. Когда ты приехал в Дубай? Полгода назад? Полгода назад, наверное, да. Хорошо. А почему выбрал, кстати, этот город? Я на самом деле не хотел ехать в Дубай, потому что я был в Дубае до этого 1 раз. Я считал, что это пустыня, где жарко и все такое, и прям максимально не хотел. Где-то ты был прав, тут жарко. Тут правда жарко, да. Но я приехал сюда по факту из-за девушки в том числе, потому что она тут нашла работу, и я решил приехать с ней, так как я работаю на удаленке, мне без разницы было, где быть. Приехал в Дубай, мне так тут понравилось, если честно. Я вот уже полгода, даже несмотря на жару, хотя я очень не люблю жару, я люблю сноуборд. А ты уже пробовал здесь кататься на борде? Я просто 2 раза уже ходила. Я пробовал 1 раз, и скажу так, тот, кто действительно хорошо занимается сноубордом и понимает что-то, да, там, в качестве досок и так далее, не пробуйте. Ждите, может, сейчас у Мейдана новое откроется, там будет хорошо. Не, но все равно этим Дубай удивляет, что вроде ты в одном городе, но, не знаю, ты можешь реально пойти хоть и покататься на борде. Почему нет? Это правда, да. Окей, переехал сюда, уже так сложилось. Ты сразу решил покупать квартиру или, почему вообще захотел инвестировать? Инвестировать я захотел, чтобы, словно, диверсифицировать риски в том числе. И Дубай просто такой островок спокойствия в текущей ситуации вообще в мире глобально. Поэтому я рассматривал инвестиции в Дубае и решил начать как вот такую тестовую инвестицию с такого юнита, который выбрал вместе с вами. Во-первых, я хотел понять, насколько вообще комфортно вот это вот проведение сделок и так далее, потому что разные варианты слышал. А во-вторых, все-таки хотелось, да, действительно иметь недвижимость
этой границей. Полина, наш агент, работает с Лешей, и она рассказывала, говорит, что вторичный рынок здесь немного сложнее, чем если вы покупаете у застройщика в плане, потому что там еще включается человеческий фактор, где собственники могут поднимать цену просто так, где могут, там, я не знаю, даже не приехать на сделку, то есть по-разному, и здесь надо как раз контролировать этот процесс. Как у вас все происходило? Я на самом деле хотел изначально рассматривать вторичный рынок, потому что сам уселся за Excel, считал различные варианты с Дубизом, Опытный инвестор. и так далее, да. Решил, что вторичка — это самая выгодная штука сейчас, если мы не говорим про какие-то там запредельные цены в действительно классных уникальных зданиях, которые будут построены там через сколько-то лет. Из-за того, что я хотел как-то, не знаю, так здесь и сейчас все, я искал построенные здания. И так как я столкнулся с вторичным рынком, там были действительно много проблем. Я звонил по разным объявлениям, которые вообще 90% были фейковые. Это просто такие объявления, лидогенераторы, где тебе говорят, там, да, привет, приезжай к нам в офис, мы покажем тебе это здание. На самом деле вообще тебе в другом районе, каком-то, в другом концом Дубая тебе показывают. Деньги за просмотр не брали? Деньги за просмотр не брали, да. Это следующий левел. Я работал с многими агентами тут одновременно и просто смотрел то, какие юниты мне предлагают. И мне очень понравилось то, как вот с вашим агентством у меня происходило взаимодействие, то, что действительно прислушивались, они говорили, что... я пришел так к запросам про вторичку, и не все хотят работать со вторичкой. Мне, естественно, сразу говорили, да-да-да, это круто, но вот смотри, есть там 100 вариантов того, что в 2036 году будет построено. Уже это легче, обычно так и хотят работать. Конечно, да, там комиссии больше, все такое. Да. Вот, так что много натерпелся, да. Расскажи, как ты выбрал район Бизнес-Бэй, или вы смотрели тоже несколько вариантов? По какому принципу выбирал? Я смотрел несколько вариантов. Изначально я хотел какой-то приятный район с точки зрения там зелености, вот этих вот прогулок пеших рядом с домом и так далее, который уже построен, который уже круто функционирует. Я смотрел The Greens. Я, так как все-таки, как все из СНГ, я смотрел Марину и так далее. Да-да-да. Потом я такой смотрел, в GLT дешевле. Смотрел GLT. В итоге пришел к даунтауну, потому что это самое комфортное место с точки зрения там работы моей. Я работаю в Dubai Design District, в котором еще нету там застройки, там очень крутые офисы, но из даунтауна отсюда ближе всего добираться. Ну и плюс, как я сказал, я хотел все-таки гулять, выходить из дома, чтобы тут не было каких-то только каменных джунглей. Тут есть набережная, тут можно бегать, я люблю бегать. Да, мы, кстати, сейчас прогуливаемся по набережке. Это, наверное, 2 минуты через дорогу от дома, где у Леши будет квартира. А по каким критериям еще ты выбирал квартиру? Так как я не думаю, что я буду задерживаться тут надолго из-за работы, потому что у нас там перспективы глобальные, да, в плане Дубая, скорее всего, это будет там год-два, поэтому я хотел в том числе такую недвижимость, которую можно будет будет ликвидная, во-первых, а во-вторых, можно будет сдавать достаточно хорошо. И вот как раз именно этот юнит я выбрал, потому что вижу в нем перспективу с точки зрения сдачи. А расскажи, вот как именно ты просчитывал, потому что, понятное дело, у нас у агентов и у нас в компании там есть просчеты там по ROI, по аренде. А вот мне интересно та вторая сторона, как вы считаете инвестора? Я пытался учесть просто все, я там условно амортизацию всего оборудования в доме, которое у меня будет, потому что тут все сдается как white box, по факту есть только кухня. Потом я считал там пессимистичный, оптимистичный, там нормальный прогноз того, насколько упадет вообще недвижимость в целом. Как, в мире? В мире, в Дубае и так далее. Приблизительно ходил по всяким разным сайтам по сдаче недвижимости и смотрел, какой процент в год сдается, если сдавать посуточно, какой процент сдается, если сдавать на долгосрок, какие это цены и так далее. Реально прозванивал эти объявления, реальные они или нет, чтобы валидировать. Да. Но я попытался подготовиться, да. В самом пессимистичном варианте какие это цифры? Мы же можем, так говорить, о цифрах? Да, вообще без проблем, да. Хорошо, сколько стоит квартира? Квартира 850, если мы говорим чисто про дирхамы. Да, окей, 850, это около 200 тысяч долларов. Это уже готовое жилье. Да. Это, наверное, самый такой недорогой юнит. Это в даунтауне за one bedroom. Да, это в том числе... это очень классная цена. Обычно, кстати, здесь клиенты даже не смотрят, какой этаж и планировки. Этаж я смотрел. Какой? 20 какой-то. Ну окей, 20 какой-то. 20 какой-то, то есть это уже, да, это уже обычно реально не так. смотрят. А за сколько будем сдавать его в аренду?
Я смотрел приблизительно, если на долгосрок, это там 7 тысяч в месяц. Если мы краткосрочную аренду рассматриваем за месяц, я видел там и за 11 тысяч дирхам. Да, на самом Если деле. это мебелированное, соответственно, да. Если Ну да, сделать я немножечко для себя. лучше, чем у ваших, скажем так, конкурентов, то ее можно даже дороже сдать. И цены это реальные в сезон или не в сезон, понятное дело, летом немножечко дешевле квартиры, но я думаю, даже дороже, за 7 тысяч. Да, я сказал среднюю, ну вот Это там ты- аналог снимаю за 7500, наверное, Мгм. и там не очень хорошая мебель. Явно я бы хотел лучше Вот. сейчас здесь, да, поэтому я закладываю это с тем, что, ну, наверное, летом будет просадка. В этом году я уже заметила, что наступила вторая волна переезда в Дубай, потому что люди понимают, что город динамичный, здесь классно развиваться и классно развивать свои бизнесы. Я знаю, ты тоже сюда переехал по работе и очень классный стартап. Я бы хотела, чтобы ты рассказал. Да, это правда. В Дубае очень легко, как я заметил, найти какие-то знакомства очень полезные, там, в том Easy, числе для да. твоего бизнеса. Там все открыты, все люди недавно переехали. Тут Да. по факту рынок экспатов. Конечно. И из-за этого все люди идут на контакт, это очень интересно с точки зрения бизнеса, когда ты особенно его начинаешь. И да, действительно, мы с командой тут строим Fashion Tech стартап. Мы делаем marketplace с по-настоящему персонализированными подборками для гардероба наших пользователей. Мгм. И эти подборки мы предоставляем в формате полноценных образов под конкретный occasion. Допустим, ты захотела пойти на свидание Окей. или куда вот. Окей, давай до свидания, хорошо. Или в ресторан, да. И ты так и выбираешь, делаешь запрос в нашем приложении, и мы, наш AI-стилист, который на машинном обучении, на основе машинного обучения понимает твой вкус. Это робот делает или это все-таки Да. ваш менеджер какой-то? Нет, сидит? это не менеджер, это действительно алгоритмы, которые мы Ага. обучали. Он дает рекомендации по тому, как нужно одеться, и в том числе он может понимать, какие айтемы есть в твоем гардеробе на текущий момент. Допустим, мы прекрасно понимаем, что ты не будешь покупать новую сумочку Биркин ради того, чтобы пойти в ресторан, хотя, я не знаю, может Мало быть, ли. мало ли, да. Вот, но на основе этой сумочки мы можем предоставить полноценный образ, в который нужно будет докупить лишь какие-то штаны для того, чтобы он был, ну, просто идеальным. Круто, то есть я загружаю туда свой гардероб, что у меня есть, Да. да, и плюс вы уже делаете микс с тем, что можно докупить. Да, да. И это там за один день или это все будет тоже в моменте? Вот Это я просто в написала. моменте, да, по клику. И Ну, можно круто. даже на самом деле не загружать свои вещи, но тогда мы не будем понимать, какой у тебя гардероб на текущий момент, и мы будем делать просто на основе твоего вкуса действительно классные подборки одежды. Блин, круто, ну это реально что-то новое. Когда вы планируете запуститься? Запуститься на самом деле в ближайший месяц. Мы на супер раннем этапе приехали в Дубай и искали инвестиции, потому что мы искали действительно smart money, Мгм. и в нас инвестировал локальный фонд. Это большая редкость. Дубая мы рассматриваем как тестовый, а в дальнейшем мы планируем экспансию на Европу, США. Мгм. Поэтому я сказал, что все-таки рассчитываю находиться здесь не более года. В нашем роудмапе именно через год мы хотим развиваться поняла. на другие рынки. Знаю, что тебе 24 года, Да, Просто да. обычно всегда спрашивают, а какой портрет покупателя здесь в Дубае, потому что он реально совсем другой. Самые разные. На самом деле я обожаю общаться как раз с клиентами здесь, потому что люди, во-первых, со всего мира, и люди занимаются интересными или бизнесами, или вообще даже профессиями. Я реально желаю успеха и удачи твоему стартапу, потому что я понимаю, что он здесь залетит, и дальше ты будешь осваивать другие страны. А мы, я думаю, здесь будем помогать тебе дальше инвестировать и покупать квартиры. Это точно не последнее. Да, спасибо большое, я очень на это надеюсь. И, конечно же, не знаю, я вернусь, как только появится, во-первых, возможность и желание инвестировать, и мне понравился процесс. Ну. Ваш менеджер Полина вообще постоянно на связи. Она, на самом деле, пока мы тут записывали интервью, написала мне по поводу... Серьезно? Да, это правда. Еще одну скидывала или что? Нет, не еще одну скилл, но по поводу текущей сделки, да, написала апдейт, прикольно. то есть она всегда на связи, и на самом деле там даже выходные. А на текущем рынке вот здесь вот это реально редкость, когда люди отвечают в выходные, Это тем более приятно. в Рамадан. Это... Да, на сегодня такой, не сегодня, это весь тихий период. Поэтому, ребят, если вы хотите купить квартиру в Дубае на вторичном рынке или проинвестировать в застройку, то обращайтесь, оставляю ссылку на компанию, и наши менеджеры свяжутся и купят для вас самую лучшую недвижимость. Деньги должны работать и приносить удовольствие, а Дубай как раз помогают в этом в двух направлениях. Поэтому сегодня мы посмотрели топ районов, куда можно проинвестировать сейчас и через несколько лет получить
и доход, и удовольствие, если вы купите там квартиру. А за квартирами вы знаете, куда обращаться. Агентство Ведомость с удовольствием поможет вам в Дубае найти квартиру вашей мечты. Поэтому пишите нашим менеджерам, оставляю ссылку, и с удовольствием вам поможем. Подписывайся на канал, ставь лайк этому видео, обязательно пиши комментарий, в каком районе хотел бы жить ты. Ну и, естественно, ты влюбишься в Дубай, и у тебя скоро будет здесь своя недвижимость.